Привет, дорогой зритель! В этом ролике я хочу тебе рассказать, как, проигрывая одну мелодию, я пришел к пониманию, что моя Yamaha в какой-то степени имеет ограничение, из-за которого я как будто бы хочу все-таки гитару покруче. Я постараюсь сейчас это продемонстрировать, насколько это возможно, силами петлички. Я проиграю отрезок мелодии и детально расскажу, как я это понял. Вы слышали на моем канале мелодию Эрика Клэптона Wonderful Tonight, да, называется она. Я ее разучивал, и когда перешел к моменту «играй медленно», то есть когда я осознал все-таки эту идею, я начал ее играть, и в какой-то момент меня осенило, что она не подходит. Смотрите, я сейчас проиграю. Сейчас будет темп просто, вот я играл вот без метронома, я играл просто медленно и вот так где-то. Я играл спокойно. Вот так вот прям. И вот тут я такой, так, а ведь я хотел сейчас сыграть-то это эмоциональнее. И я опять. Я промазал, такой еще раз. И я не могу сильнее извлечь этот звук. И я не понял все-таки. Вот вроде же плывет мелодия, но почему здесь? Она стала громче, эта струна первая, но она не дает мне до конца, как бы помимо динамики я не смог получить. То есть, знаете, как будто струна вот глушится, как на столе сейчас натянуть струной, вот так вот прям щелкать ей, вот такой эффект. И я не понял, как это работает. Потому что, смотрите, вот мелодия, вот, которую я до этого играл, Still Loving You, на ней, если проиграть боем, куплетами, ну, вот в таком медленном я играл ее так же. И вот смотрите. Громче. Как будто бы есть динамика. Да, она недостаточная. И вот если научиться пальцами, знаете, как свободно играть. Смотрите, стихло пошел. Взрывная вроде бы. Позволяет, казалось бы. Но во время боя, конечно, чуть-чуть больше этой динамики, получается более свободно щелкнуть пальцами, и играя проигрыш, я вот как будто бы расстроился, но я точно сейчас не могу сказать, все-таки это проблема гитары или это проблема моей техники. Потому что есть
такое подозрение, что я не могу просто безымянным и средним пальцем, в отличие от указательного, сильнее щипнуть. Скажем так, сильнее ковырнуть струну. Давайте по-простому. И вот. Я как будто бы иногда струна звучит, а иногда она как будто вот бьется, вот как на столе натянуть струну. То есть мелодия душевно звучит, но почему-то мне не хватает какой-то еще динамики, что ли. И вот честно, это очень сильно проявляется, вот, когда ты начинаешь уже эмоционально пытаться играть. Это прям сильно заметно. Я не знаю, в технике ли это проблема или все-таки в гитаре, но вот сейчас я менял разные высоты струн, то есть я думал, может быть, все-таки струна прикасается. Да, когда я поднимал струны повыше, чуть-чуть было поинтереснее, но за счет того, что струна высоко становилась, натяжение при зажатии струн сильно искажало тон, то есть уже там строй гитары, да, нарушался. И получается так, что все-таки я как будто бы слегка расстроен. Но пока не теряю надежду, что все-таки я вырасту в технике. И, возможно, мне еще хватит возможности этой гитары наслаждаться в ближайшее время. Но есть подозрение, что гитары за, скажем так, 3-4 тысячи долларов плюс и дальше как раз таки имеют больше динамический запас, динамический диапазон, нежели вот эта Yamaha. Потому что чем дороже гитара и чем лучше подобраны материалы, правильная сушка, правильные там эти вот распорки, или как они называются, решетка вот эта вот на деке, тем это будет сильнее ощущаться. Хотя уже гитара позволяет, например, от очень тихого, я сейчас буду вот наращивать, и до громкого доходит. Но влияет сильно еще позиция, как я руку так развернул, так, то есть чем я цепляю ногтем, подушечкой под каким углом. Также и в этой мелодии, возможно, вот сейчас получилось достаточно звонко. Вот такие дела. Напишите в комментариях, что по вашей гитаре сейчас. Чувствуете ли вы ограничения своего инструмента? Или вы не до конца понимаете, так как ваша техника сейчас недостаточно наработана, чтобы прочувствовать, что вы сейчас слабее гитары. Когда человек начинает, конечно, любой инструмент сильнее музыканта начинающего. Всегда. По мере совершенствования техники вы улучшаете свои качества и, соответственно, в какой-то момент вы понимаете, что вы как из старой обуви выросли, да, просто. Вы выросли с этого инструмента, либо нет. Я не могу сказать, что я вырос с этого инструмента, но вот эта особенность пока меня немножко смущает. Буду разбираться с ней по мере улучшения своего уровня игры. Всем спасибо за просмотр. Пока.